Всем привет, с вами Одно Яйцо. Вот и прошли ближайшие два обновления в Forsaken, где, во-первых, нам добавили нового персонажа поддержки, Дафа, траппер, из-за которого не только выжившим, но и убийцам придется смотреть под ноги. Спустя время после его выхода, в целом можно сказать, что Даф вышел отличным, но думаю, что многие от него ожидали большего. Ведь все его ловушки можно сломать ударом, и к тому же геймплей Дафа очень схож с не так давно добавленным Дузаскером. Потому что они оба персонажи поддержки, которые не могут использовать свои способности во время погони от убийцы. Так что реакция игроков на Дафа весьма неоднозначная, чего не скажешь о 1 апреля. Во время него разработчики дразнили нас шуточными снэкпиками, дали целую отдельную игру и сезонные первоапрельские скины. А именно скин Марио Экзе на гостя, который имеет особенные звуки, скин безумного стримера на Джейсона, который, как и скин Делириуса, имеет свои фразы. You look like Freddy Fazbear. Michelangelo, Leonardo, Da Vinci, they're all dead. I remain, you understand? I remain as a performance artist. Скин какого-то чела на Шедлецкого. Ладно, шучу. Скин Хэри Твинкла, довольно известный проигрок Doomspire, которого вы могли знать по его песне. Boom! There goes your tower. Watch it crumble. Feel the power. Harry Tinkle's in the game. No escape. Time to face your fate. There's no debate. Ну и скин повара одного яйца, который, конечно же, он является отсылкой на меня, на кого же еще? Но если без шуток, то разработчики заметили мем с темой чемпиона, что некоторые люди вместо One X слышат One X. И уже из этого они сделали целый первоапрельский шуточный скин с особыми фразами и особой музыкальной темой, которая является большущей отсылкой на тему чемпиона. Просто послушайте. Надеюсь, вы успели их всех купить. Ну и заканчивая о новых скинах, в ролике про обновление с Дафом я не упомянул их все, поэтому давайте исправим это. Скин Зверя на 1Х, добавили скины Манхэттен, Вожатого и Монашки Джейсона, скин костюма девушки Супа-Дупа, Супа-Дупа Флай и Кота Нуба, а также очень сильно переработанные скины за уровни на Нуба, скин Нянкета, Торта и Домохозяйки на Элиота, скины Сесила, Сына Парня, Скриптера и Черной Утки на 007, скин Оленя и Серого Дусикара из серии серых Roblox админов, скин Серого, Золотого и Антишедлецкого Ненавидящего Курицу, скин Астра, Панка, Крысы, Будущего Кота Рокера, Пинтбола и Серого Билдермена, и скин Голубого Мистера Вселенной, Кэтняна, Радужного Крутого Скелета, Пика, Чумного Доктора, Золотого и Ретро Шанса. Также случайно добавили и сразу убрали скин на Шанса Outlove из магазина. Окончательно удалили Рохаса, пару эмоций и первоапрельские сезонные скины. И удалили даже целую карту Ultimate Assassin's Grounds. Думаю, у многих был вопрос, за что ее так, и как выяснилось, ни за что. Это был баг, и ее убрали случайно. В следующем обновлении ее обещают вернуть, в общем, разработчики как всегда. Ну а когда же выйдет это следующее обновление? Во-первых, на публичных серверах вы уже можете обнаружить тестеров, использующих скин Джона Доу из Just Shapes and Beats. Но куда важнее, что на публичных серверах вы уже можете найти людей, которые используют реворкнутого тутайма. Мы очень много обсуждали этого парня. Он не вышел в этом обновлении с Дафом, но похоже, что скоро стоит его ждать, раз он уже на стадии теста. На видео с ним мы можем увидеть его новые способности. И
Итак, давайте проанализируем, что мы увидели. У него есть кинжал, которым он может отталкивать и замедлять киллера. Если он попадет этим кинжалом в спину киллера, то он не просто его оттолкнет и замедлит, а оглушит на 3 секунды. У Тутайма также есть способность подкрадывания, во время которого вы становитесь невидимым. В этом состоянии вы можете бегать и наносить удары кинжалом. И также третья способность. Если вы заполните шкалу над своим портретом, нанеся достаточный урон убийце своим кинжалом, то вам откроется третья способность. Ее можно использовать один раз за игру. Когда вы заработаете свою вторую жизнь, вы сможете поставить плиту возрождения. И это очень крутая вещь. Ведь теперь вы не просто начинаете свой второй этап жизни перед киллером, теперь вы на самом деле возрождаетесь на плитке респавна, которую вы можете поставить в любом месте на карте, и при смерти вы телепортируетесь туда подальше от киллера. Не знаю, как это будет работать при последнем выжившем, но этот реворк однозначно классный, и ощущение, будто я буду мейнить Тутайма. Кстати, о скинах на Тутайма. Их не стоит ждать. Вы могли заметить, что Тутайму не дают скинов в обновлениях. Все из-за того, что разработчикам очень трудно переделывать старые скины Тутайма под новый реворк. И если бы они добавляли новые скины для него, они бы просто усложнили себе работу. Так что новые скины для Тутайма стоит ждать вместе с его реворком. Ну а когда же выйдет этот реворк? Пока непонятно. Но смею предположить, что раз он на этапе теста, то скорее всего, как и в случае с Стафом, мы увидим его через 2 или 3 недели. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешевой цене? Тогда заходи на сайт Roblox.Sell. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самым выгодным ценам. Roblox.Sell имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять, это я проверил лично. На этом сайте робоксы всегда есть в наличии, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга, а также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокойся за безопасность своего аккаунта. Используйте мой промокод ONEEGG при покупке робоксов и получайте 20 робоксов в подарок. Все это только на Roblox.Sell, ссылка на сайт в описании. Итак, я знаю, вы ждете новостей по поводу Нолли, будущего убийцы, и они действительно есть. Во-первых, уже многие, наверное, знают, что на приватных серверах появилась пиратская карта, которая, скорее всего, выйдет вместе с реворком Тутайма. Но немногие знают, что вместе с этим на короткий промежуток времени появилась и особая карта Нолли. Это целая карта, посвященная только Нолли. Она, очевидно, выйдет вместе с ним. На этой карте есть Колизей, мосты и этот зловещий эмбиент. Также нам стал известен новый скин на Нолли. Я думаю, вы знакомы с скином Гашарпуна на Джона Доу и знаете, что это скин из игры Limbus Company. И в Forsaken есть целая серия этих скинов из Limbus Company, которая скоро пополнится. Первый из этих скинов это, конечно, скин на Нолли Spice Bush, скорее всего с уникальными фразами и уже известным особым вступлением. То же самое и с скином на 1x1, который превращает его в альтернативного Шедлецкого, что тоже связано с Limbus Company и также имеет свое особое вступление. И последний скин, отсылающий на эту игру, это Скарлет Кид. Скин на Кул Кида, о котором известно меньше всего. Есть всего пару рендеров, но не стоит из-за этого расстраиваться, ведь Кул Киду собираются добавить очень много скинов. Сперва нам пообещали вот такой скин, отсылающий на говорящего Тома. Нам его пообещали в Дискорде при одном условии. В итоге разработчики отказались от этой идеи и просто пообещали выпустить скин через 1 или 1,5 недели. Ждем этот скин, потому что при оглушении он будет издавать особенный звук. Также нам показали и скин, сделанный по фанарту, женскую версию Кул Кида с волшебной палочкой вместо меча. А помните, гость такая? В прошлых новостях мы обсуждали, что его заменят. Так и вышло, теперь это скин, связанный с магической битвой. Теперь гость при ударе будет выпускать черные молнии в киллеров. Выглядит шикарно. А помните скин Мафиоза? У нас появилось триллион новостей о нем. Мафиоза послал весточку и вовсю делится с нами новостями. А именно новыми рендерами и даже геймплеем.
of knocking out teeth. Это очень сасная ремоделька. Движения мафиоза стали более брутальными, а затем, как он крутит мечом, я готов смотреть вечность. Просто поцелуй меня в жаркие уста. По мне, новая ремодель мафиоза гораздо лучше старой. Подобный брутальный вид мне нравится куда больше, чем ретро-скин. Но, понятное дело, мнения могут различаться, так что пишите в комментарии, какая моделька нравится именно вам, так мы сможем понять, какая моделька мафиоза нравится большинству. Также пару мелких, но важных изменений. В скором времени вы сможете скрыть свою статистику в настройках от других игроков, включая победы и наигранное время. А также собираются добавить особый маркер неуязвимости для киллеров. Ведь когда убийцы отходят от оглушения, у них есть период неуязвимости от следующей оглушающей атаки. И теперь этот оглушающий период будет показывать особый маркер, который показывает, что киллер неуязвим для атаки. Также, возможно, добавят функцию дарить игровую валюту за робоксы другим игрокам. Еще в игру наконец-то добавят апдейт-логи, и теперь будут отмечать каждый скин, который на что-то отсылается. Наконец-то вышел плюшевый шанс. Он уже лежит на полках, и вы прямо сейчас можете купить эту милоту за всего $39. Немножко дороговато, но для брендового мерча в принципе не так плохо. К примеру, тот же мерч по Дорсу стоит примерно столько же. Ну и говоря по секрету, я уже прикупил 2 плюшки шанса, которые едут ко мне. Очевидно, одну плюшку шанса я оставлю у себя. Моя прелесть. Ну а другого я разыграю среди вас, моих подписчиков, в своем телеграм-канале, где, кстати, прямо сейчас проходит уже конкурс. Можете зайти туда и поучаствовать, там всего 5 победителей, и каждый получит по 100 робоксов. Но если вам уже не терпится получить плюшку шанса и вы решили ее купить, то вам стоит знать, что она приедет независимо от вашего местонахождения не раньше июня. Ну и самое сладкое я оставил напоследок. Думаю, некоторые из вас задавались вопросом, чего стоит ждать после грядущих ноллей и обновленного тутайма. Главный разработчик Soul дал на это ответ. Во-первых, ближайшим планируемым персонажем станет Гость 666. Нам его уже давно тизерят, у него готов набор анимаций, администраторы могут играть за Гостя 666, за его неготовую версию. И вообще разработчики стали давать намного больше подсказок, связанных с Гостем. Недавно разработчики опубликовали вот такую картинку с нубом, и если поиграться с цветокоррекцией и осветлить ее, то мы увидим рога. Я думаю, очевидно, чьи они и на кого нас пытаются навести разработчики. Также Soul говорил, что планировал выпустить Дусикара, Тафа и Нолли одновременно, а не по отдельности. У них это в прошлый раз не вышло, но Soul говорит, что они попытаются вместе с командой выпустить уже следующих 3 персонажей в одном обновлении. Это будет пачка персонажей, связанных по тематике с админами Roblox. Первый из них — это выживший Clockwork, админ Роблокса, способности которого будут завязаны на управлении временем. Следующий — это Стигмастер Люк, тоже выживший Roblox админ и по совместительству создатель Natural Disasters, Плейса, которые взламывали Coolkit и 007. Ну и третий админ из этой пачки — это уже Киллер, админ Doombringer, который будет с банхаммером на плечах. Ну и очевидно, что кроме всех них, нас еще и ожидает король из Combat Initiation. Он также входит в список ближайших персонажей, которые пополнят ростер. Так что вот кого нам стоит ждать в ближайшее время. Кстати, вы знакомы с «Надоедливым апельсином»? Я обожал его в детстве. Это был сериал с довольно необычным юмором на заре ютуба. Возможно, вы даже застали его. Эй, апельсин, в чем дело? Нож. Так вот, как надоедливый апельсин связан с Forsaken? Сейчас вы все поймете. Не так давно разработчики в своем твиттере обмолвились о неком неизвестном киллере, которого они собираются впихнуть в игру. И они добавили к этому всего пару фраз. 259 тысяч лет. Цепи закрыты ключами на замки. Казалось бы, ничего не понятно, но сейчас будет мозговзрыв. Ведь композитор Forsaken после этого опубликовал музыкальную тему, напрямую связанную с надоедливым апельсином.
Неизвестно, это музыкальная тема отдельного персонажа или это музыка для скина, но эта бомбическая тема как-то связана с надоедливым апельсином. Надоедливый апельсин появится в Форсакен? Что? Скорее всего, его добавят как отдельный скин, но я очень надеюсь, что надоедливый апельсин будет не просто скином, а целым персонажем. Да, он не подходит под тематику Форсакен, но я так люблю его. В любом случае, нужно сказать огромное спасибо разработчикам за то, что добавляют настолько уникальные скины на любой вкус. Я реально рад появлением этого фрукта, и подобные штуки добавляют больше жизни игре. Ну ладно, на этом новости кончаются. Пожалуйста, не забудьте заглянуть в мой телеграм-канал ради конкурса на 500 робоксов и на Бусти, где вышло 4 эксклюзивных ролика. Также на Бусти готовится кое-что связанное с вторым яйцом. Думаю, вам понравится. Ну и надеюсь, вам понравился ролик. Так что, всем чмоки-чмоки.